Добрый вечер, здравствуйте всем. Рад всех видеть, рад приветствовать. Так, ну что, у нас сегодня очередная лекция, вторая в нашем интенсив-курсе на тему, которая звучит как система Таро. И рассматриваем мы с вами стихии или масти Таро. Напомню, что это уже вторая часть, вторая лекция интенсив-курса. Первую часть вы можете найти по ссылке в описании к этому видео. Там же будет располагаться ссылочка на весь плейлист. Сегодня о чем будем говорить? Сегодня мы с вами будем разговаривать о одной из стихий. Звучит она, называется она «Огонь». И в картах Таро отношение имеет самое непосредственное, самое четкое, самое явное к масти, которая называется жезлы или посохи. Иногда палки, сабатоны или как что-то в этом роде. В общем, проще всего говорить жезлы, они ближе всего отображают смысл этой самой стихии. Есть моменты, в которых некоторые школы Таро утверждают, что на самом деле масть жезлов и масть мечей по-другому относятся к стихиям. Якобы жезлы относятся к воздуху, а мечи относятся к огню. Ничего подобного в колоде Таро Уэйта нет. Это наиболее ярко, наиболее явно видно, когда мы рассматриваем с вами карты Таро, которые называются придворными. В нашем случае это короли, королевы, рыцари и пажи. И в изображениях жезлов и мечей в придворных картах явно, отчетливо видны отсылки на стихию. Например, король мечей — это явно воздушное ощущение, явно воздушная стилистика. Некоторая символика присутствует. Например, символ бабочки значит переход из материальной сущности в какую-то духовную, переход в стихию воздуха, стихию размышлений, долга, управления и власти. По жезлам у нас все более или менее явно видно в королях и королевах. Вся символика огня собрана в этих картах без сомнений. Во-первых, это огненные такие языки, всполохи пламени на короне короля. Саламандры, которые изображены на спинке его трона, и сама саламандра изображена у нас внизу карты, если вы видите, да? Вот она. Считалось в средние века, что саламандра рождается самостоятельно из огня. То есть она относится непосредственным образом к стихии огня. Плюс плащ короля украшен рисунком этих саламандр. То же самое у нас относится к королеве жезлов. Львы — это явно огненная стихия и на спинках, и на подлокотниках. Ну и отчетливым образом видна тематика огня в пажах и в рыцарях. Ну, давайте сегодня разберем с вами всю стихию жезлов, всю масть огня по ощущениям именно стихийным. Зачем это нужно? Все очень просто. Для того, чтобы каким-то образом работать с картами Таро, важно не только понимать, что они значат, не только нарабатывать себе какие-то практические значения, иметь представление о том, какой сюжет заложен в эту самую карту. Нужно еще и чувствовать эту карту, причем определенным образом. Потому как некоторые сценки в младших арканах, они имеют свойство повторяться. И именно разница в этих самых стихиях и позволяет нам понять,
где какой принцип отображается наилучшим образом. То есть можно сказать, что основное в младших арканах это все-таки стихии. Изначально все, что у нас существует в мире, делится на две части, на темную и светлую, на активную и пассивную, если говорить о стихиях. Об этом мы с вами говорили на предыдущей лекции, на первой. Не поленитесь, посмотрите, что там и как. Так. Окей. Окей, так, что у нас все хорошо. Все должно быть хорошо. Так. В общем и целом, примерно таким образом у нас разделяется стихия на две части. Активная стихия — это мечи и жезлы, либо огонь и воздух, вернее, воздух и огонь. Мечи — это воздух, жезлы — это огонь. И пассивная стихия — это вода и земля. Соответственным образом это кубки и пентакли. Обо всем этом мы говорили на прошлой лекции. Сегодня огонь. Приветствую всех зрителей в чате. Большое спасибо уважаемым спонсорам за поддержку канала. Напоминаю, что желающие могут подписаться на спонсорство как на YouTube, так и на Boosty. Этим вы очень серьезно поможете развитию канала и продолжению выпусков этих самых видео. Так, ну что, рад всех видеть, Здравствуйте, уважаемый чат, здравствуйте. Видно и слышно хорошо, отлично, замечательно. Спасибо за обратную связь. Там уже пишут, что тема сегодня огонь. Да, самым непосредственным образом. Мы пробежим сегодня с вами все карты, не столько для того, чтобы вы великолепно поняли каждую. По значениям у нас много лекций, много эфиров было раньше, да. Не поленитесь поискать на канале соответствующие плейлисты. Можете обратить внимание на описание к этому видео, там обязательно будет что-то интересное. И рекомендую всем подписываться, потому как у нас с вами впереди серьезное продолжение, много интересных планов, не все из них реализуются, но я стараюсь реализовывать самые интересные из тех, которые нравятся зрителям. Ну и, конечно, те, которые интересны мне в первую очередь. Так, окей, все, хорошо, начинаем. Я вижу, что уже все желающие подошли. Оповещение на Telegram я выслал. Если YouTube не высылает вам оповещение о том, что начался эфир, а вам хочется непременно присутствовать на прямых эфирах, то я рекомендую подписываться на Telegram, ссылочка есть в описании, там я самостоятельным образом высылаю оповещение о том, что у нас начался эфир. Это очень удобно, если YouTube вдруг по каким-то причинам решил, что ему это делать не обязательно. Хорошо, будем начинать. Руслана Киселева пишет, что еще не забываем ставить лайк. Спасибо большое, Руслана. Да, в самом деле. Я считаю, что в принципе было бы неплохо отблагодарить автора канала за старание, за какой-то труд, за время, то, которое я трачу на то, чтобы выпускать эти видео. Если вы поставите лайк, напишите какой-нибудь комментарий, например, о том, как долго вы смотрите мой канал, какие темы вам могут быть интересны. Этим вы очень поможете и мне в развитии моего канала, и себе, чтобы YouTube вам подбрасывал больше интересных видео именно на эту тематику. Это работает в обе стороны. Ну и, как я люблю говорить, да, никто не отменял плюсик в карму за доброе дело. Хорошо. Первая лекция у нас касалась в общем и целом всех стихий, разделению на 4 части материального мира, ощущений материального мира. Первую лекцию я записывал еще на старом месте проживания, на старом месте работы. Да. Если вы успели заметить, то любители эфиров помнят те времена, когда я еще в Польше, на заднем плане у меня всегда был включен камин какой-то. Да, вот сегодня наконец-то эта традиция вернулась. Хорошо. Жезлы. Ну, во-первых, традиция называть посохи или жезлы огненной стихией повелась из-за того, что в индийской терминологии, в индийской системе, в восточной, скажем так, давайте так назовем,
в восточной системе считается, что жезлы — это тематика торговцев, путешественников, и это определенным образом воздух, потому как они передвигаются, перемещаются, находятся все время в движении. С другой стороны, как бы мечи — это стихия власти, стихия желания взять власть, мощь в свои руки. И таким образом власть относится к мечам, к огню, к огненному страстному желанию взять в свои руки власть. Это восточный взгляд на ситуацию. Европейский взгляд на ситуацию заключается в том, что если на Востоке власть бралась людьми вне зависимости от того, где люди там проживали, в городах либо в сельской местности, по большому счету на Востоке люди все-таки больше селились в сельской местности. На Западе были более распространены культуры городов, и речь идет о средних веках, культуры городов как самостоятельных таких территориальных единиц, скажем так. Именно поэтому власть в руки брали обычно представители городской знати. Изначально, конечно, знать была военная, да, вот те самые рыцари, тот самый король со своей дружиной, они несомненным образом относятся к масти воздуха. И до сих пор английская королева, английская власть до сих пор считается элитой воздушного типа, рыцарского типа с системой долга. Кто кому что должен, система сюзерен-вассал. Но это дальнее средневековье, вернее раннее средневековье. Да? Чем ближе развивалась система человеческих взаимоотношений европейская, например, к эпохе Возрождения, короли уже начали терять свою власть. Власть потихонечку начала переходить в руки вот тем самым городским богатеям, можно сказать, семьям, родам. Особенно это было заметно хорошо в Италии. И, соответственным образом, всплеск буржуазной активности был, конечно же, наиболее заметен во времена французской революции буржуазной, да, и там определенным образом власть взяли в свои руки, скажем так, горожане, вот те самые буржуа. Жезлы, огонь, всегда относились к системе городской власти. Почему? Потому что городская власть, она строилась и строится до сих пор на определенного рода поддержке широких масс. Сила у правителя заключалась в том, что человек прислушивался к желаниям своих подопечных. Сейчас это принято называть электорат. Пользовался этими желаниями, играл на желаниях отдельных семей, отдельных родов, отдельных вот этих фамилий, где-то подкупал, где-то обманывал, где-то шантажом, где-то договоренностями. Тема торговли начала присутствовать в политике с неимоверной силой. Даже в Англии торговцы, путешественники, да, чуть не захватили целиком власть, а где-то в какие-то моменты именно они были серьезной властью в Англии во времена развития Ост-Индской компании. Если вы помните, это богатейшая компания в мире была на тот момент. Это викторианская, поствикторианская Англия. Король не то чтобы был у них на побегушках, но, скажем так, они составляли серьезную конкуренцию вот той самой королевской силовой власти. Еще раз напомню, власть у нас делится не по принципу восточных традиций. В Европе власть делится на, скажем так, две основные ветви. Власть силовая и власть политическая. Вот жезлы непосредственно относятся к власти политической, которая играет на желаниях избирателей, на желаниях вот этого самого электората. И началось это, ну вот, где-то с эпохи Возрождения. Так.
О чем у нас говорит туз жезлов? Туз жезлов — это появление этой самой огненной стихии. В значениях мы уже с вами разговаривали о том, что туз жезлов чаще всего говорит о том, что вы оказываетесь в какой-то ситуации, в которой очень важно действовать динамично, с учетом своих желаний, с умением показать это самое желание, продемонстрировать. Непосредственным образом у нас с вами на карте присутствует не что иное, как так называемый фаллический символ. И нарисован этот жезл самым непосредственным образом, настолько, насколько возможно, намекающим вот в те самые поствикторианские времена, 1909-10 год, Англия все-таки, более откровенно нарисовать, было бы уже пошло. Да, здесь это еще как-то так, более или менее намек на то, что это, как говорил Фрейд, иногда сигара — это просто сигара. Однако тут заложен смысл, желание, который понятен на самом примитивном уровне любому человеку, смотрящему на какой-то вертикальный предмет. Тот самый фаллический символ, о котором потом уже, после 1910 года, напомню, 1909-1910 года, это года издания вот этой самой колоды. Фрейд про фаллические символы говорил чуть-чуть позже. Да? То есть, в принципе, все эти идеи заложены в человеческом коллективном бессознательном чуть больше, чем полностью и очень-очень давно. По сути, они этим и сформированы, вот этой символикой. Так что туз жезлов у нас непосредственным образом говорит о ярком, внезапном, иногда внезапном, просто потому что огонь чаще всего и бывает таким вот внезапным. Да? Сама стихия подразумевает острое желание, которое хочется реализовать прямо сейчас. Если говорить о разнице воздействия стихии на живого человека, огонь всегда вызывал у человека определенного рода желание действовать. То есть, это не физическое ощущение. Физическое ощущение у нас идет по пентаклям. Да? Например, ощущение голода — это физическое ощущение. Желание как-то найти родственную душу, какую-то доброго человека, с которым можно разделить эмоции — это кубки. Это тематика любви, которая самым непосредственным образом отделена от мирского, обывательского такого существования. Мечи. Там, в принципе, идет тематика преодоления своих желаний, потому что мечи — это тематика долга, а не разбрызгивания этих самых желаний во все стороны. А вот жезлы как раз и говорят о хотении чего-то. Огонь заставлял человека двигаться. Если вы не очень понимаете, каким образом это происходит, я очень рекомендую в работе со стихиями попробовать взаимодействовать с ними непосредственно напрямую, так как это делали наши доисторические предки до торжества развитого социализма. Да? То есть взять огонь, развести огонь, тот самый костер или печь хотя бы, и попытаться взаимодействовать с этим самым огнем. Если вам холодно, а где-то горит огонь, у вас возникает желание придвинуться к нему поближе, потому что там теплее, а там сзади холоднее. Если же вы разогреваетесь слишком сильно, вы начинаете потеть, да, тяжело дышать, вы отодвигаетесь от этого огня подальше, просто для того, чтобы не перегреться. И таким образом, так как огонь сам постоянно меняется, он то гаснет, то разгорается сильнее в зависимости от того, какие дрова вы туда подбрасываете, то соответственным образом меняется и поведение человека. Ему хочется либо придвинуться поближе к гаснущему огню, погреть руки хотя бы на углях, либо отодвинуться подальше от того, что только-только подбросили дров в очаг, да, и он разгорелся ярко, вам нужно отодвинуться дальше. Огонь не бывает максимально стабильным, за ним постоянно нужно следить, в него постоянно нужно подбрасывать дрова, если он начинает угасать. В общем, это такая тематика как бы волнового постоянного движения. То больше, то меньше, то больше, то меньше. То же самое. Человек то приближается, то удаляется при изменении этого самого желания. Вот можно сказать непосредственным образом, когда вы представляете себе
огонь и пытаетесь связать его с политикой. Вот, пожалуйста, политик хочет то одного, то другого, то третьего, то четвертого, в зависимости от того огня, на который он смотрит. В зависимости от того желания, которое ему демонстрируют избиратели. Это, скажем так, адекватное реагирование на изменение ситуации тут же. Это конъюнктура. Это желание попасть в поток, в струю, в энергетический, можно так сказать, поток, который тебя подпитывает и, соответственным образом, заставляет хотеть что-то. Жезл, он непосредственным образом заставлял животных двигаться вперед, потому что жезл в руке пастуха служит не только для того, чтобы ему удобно было передвигаться, он помогает ему в каком-то передвижении, и он этим же жезлом подгонял овец, либо защищал их от нападения волков. То есть жезл — это тематика власти, когда ты направляешь желания других объектов в ситуации в определенную сторону. Если вы вспомните инструмент, с помощью которого гаишник останавливает машины на улице, да, это то же самое жезл. Показывают, что он вот к тебе обращаюсь, на тебя хочу обратить внимание, вот становись сюда, прижмись к обочине. Что-то в этом роде. Я думаю, что это, по-моему, очевидно может быть всем. Вот. То есть это указание, куда нужно двигаться, куда и что нужно хотеть. Олюшка пишет, что огонь притягивает взгляд, иногда оторваться невозможно. Тоже может быть. Хорошо. Собственно, о чем еще сказать в этой карте? В этой карте присутствует только одно желание. Двигаться в одну, либо в другую сторону. То желание, которое у вас является конъюнктурным, присутствует сейчас и заставляет вас действовать в определенную сторону. Двигаться в определенную сторону. Тематика жезлов — это всегда тематика развития, роста. Поэтому, скажем так, очень важно помнить об этом, когда вы работаете именно с этой стихией. Как развивается система желаний в тематике двойки? В тематике двойки мы отслеживаем разницу желаний. Если вы помните сюжет карты, торговец выбирает себе точку приложения своих усилий, глядя на глобус, на земной шар. То есть он выбирает точку, куда направить свой взгляд, свой путь. И зависит это от того, насколько его там хотят видеть люди, которые хотят продать товары, те товары, которые он хочет у них купить. Разница в желаниях, за сколько ты хочешь продать, за сколько я хочу купить, за сколько я потом хочу перепродать кому-то еще. Вот это самое посредничество основано на разнице предлагаемых желаний. Один жезл у нас стоит повыше, второй жезл у нас стоит пониже. Тот жезл, который более стабилен, то есть он какой-то уже привычный, он даже зафиксированный, можно сказать. Железной скобой прикручен к стене семейной усадьбы, фамильного имения, скажем так. Это постоянное, стабильное желание, к которому вы в любой момент можете вернуться. Второй жезл, тот, который повыше и больше обращает на себя внимание, тот самый жезл, который тащит вас в дорогу. В дорогу к раскрытию чего-то нового, новое желание всегда более интересно, чем что-то старое. Вы, несомненно, будете всегда испытывать желание вернуться домой, к вашему фамильному семейному очагу, но и вот это самое желание, которое тянет моряка двигаться куда-то дальше, куда-то вперед. Если вы помните, есть такой товарищ Федор Конюхов, да? Вот тот самый путешественник, который постоянно путешествует, как ни посмотришь новости, связанные с ним, возникает ощущение, что он все время в дороге. Он же вроде только-только приехал домой, тут же начинает готовиться к тому, чтобы куда-то двигаться снова.
Вот это постоянное новое желание новых мест. Федор Конюхов же не хочет одно и то же путешествие делать, да, одинаковым способом. Это уже как бы выработанная фишка. Вот новое желание всегда тянет, манит вперед гораздо сильнее. Поэтому стихия огня, новый огонь, он всегда более ярк, он всегда привлекает к себе внимание. Старый огонь, он уже устоявшийся, он уже на старом пепелище, да, он такой более или менее спокойный. А вот новый огонь, он, разгораясь, дает более яркое свечение. Вот как-то так. Еще в добавление к тому, что огонь всегда заставляет вас что-то делать, если вы вспомните посиделки у костра, допустим, на какой-то майской вылазке, да, на даче, у мангала или в лесу у туристического костра, если погода не очень спокойная, да, если дует хоть какой-то ветерок, дым от огня движется обязательно в какую-то сторону. И все отодвигаются от этого столба дыма, который стелется там по ветру. Если ветер меняется, то и дым меняется. И, соответственным образом, люди постоянно движутся, стараясь избежать вот этого неприятного дыма, чтобы сидеть с подветренной стороны. Вот как-то так. Тоже заставляет двигаться. Желание захватывать все новые и новые территории, пишет Олюшка. Да, он тоже есть такое. Желание не может успокоиться. Огонь никогда не будет оставаться на одном месте. Для жизни, для движения ему нужно завоевывать все время новые и новые территории. Именно об этом и говорит двойка жезлов. Движение — это жизнь. Стихия огня определенным образом подразумевает жизненную энергию, желание жить, желание видеть в этой жизни что-то новое. Считается у ряда людей, таких у достаточно авторитетных источников, что человек перестает жить, когда теряет желание жить. Да? Вы знаете, что если человек, который болен, хочет непременно увидеть что-то новое, что-то интересное, это дает ему силы для того, чтобы двигаться дальше к этой своей цели. Когда цель достигнута, когда он понимает, что все, ты достиг вот этого нового, дальше будет опять определенный промежуток спокойствия, определенным образом ты начинаешь успокаиваться и перестаешь испытывать это самое желание, обретаешь некую стабильность. Однако, до стабильности нам еще далеко. Тройка жезлов в системе огня, в системе желаний говорит о умении договориться с другим человеком, с другой стороной о определенном консенсусе. Что такое тройка жезлов? Это 3 желания. Есть желание одной стороны, желание другой стороны и то желание, которое они оба готовы принять как общее, совместное. Так как стихия огня непосредственно относится к идее торговли, а торговля — это всегда умение договориться по поводу того, кто от кого чего именно хочет. Кто хочет денег, кто хочет каких-то услуг, кто хочет спокойствия, кто хочет посредничества. Каждый в общении с другими людьми хочет чего-то своего. Начальник хочет от вас выполнения каких-то трудовых задач, вы хотите от этого начальника благоприятных условий работы, соответствующих зарплате, и, соответственно, этой самой зарплаты. Да? Потому как вам хочется кушать на постоянной основе. Желание есть, либо выполнять какие-то там физиологические процессы у тела присутствует всегда. Это именно то, что заставляет человека жить дальше. Постоянное удовлетворение своих желаний, которые относятся уже к физической стороне, но мы с вами рассматриваем скорее систему огня как стихию, которая заставляет человека действовать. В тройке жезлов определенное умение найти совместное, общее желание, которое удовлетворит обе стороны. Тройка жезлов говорит о том, что корабли вышли из порта, пришли в движение, товары движутся, потому как
покупатель и продавец договорились о сделке. Да? Сделка уже в силе, начала действовать. Все находится в процессе. Определенный результат, определенное желание достигнуты. Это еще не финал, не финальное ваше желание, не то, что вы хотите по итогу. Но это уже что-то. Это уже позволяет вам, скажем так, чувствовать себя в каком-то процессе. Желание движется. Вы не просто по двойке жезлов понимаете, какое желание стоит осуществлять. По тройке жезлов вы уже знаете, что устроит обе стороны. И начинаете действовать. Можно сказать, что в двойке жезлов это желание только прописывается, мотивируется, обозначается, декларируется. В тройке жезлов мы переходим к выполнению намеченного в двойке плана. Как-то так. Олюшка спрашивает, почему на всех жезлах лепесточки? Или это ничего не значит? Это значит живое дерево. Это значит живой жезл. Это значит постоянный рост, развитие. Если бы жезл был без этих листочков, он был бы не живой, был бы мертвый. Да? То есть жизнь из него бы ушла. Очень важно в этих самых жезлах подчеркивать то, что это именно деревянные палки, живые, растущие. Да? Это то, что заключает в себе суть жизни. Скажем так, это тематика роста обязательно. Огонь связан с ростом, с постоянным ростом желаний. Ну, на самом деле, желание не столько растет, сколько куда-то движется. Живое дерево, оно все время меняется. Оно выпускает листочки, оно тянется к свету, тянется к солнцу, тянется к этому самому животворящему огню. Вот Лана пишет верно, что листочки указывают на энергию жизни. Вот. Когда вы достигли определенного взаимопонимания с этим самым, со второй стороной, а процесс торговли, причем процесс торговли, тут речь идет не столько о торговле как таковой, сколько о процессе взаимоотношений в человеческой среде. Вы, когда общаетесь с другим человеком, вы обязательно с ним о чем-то торгуетесь. Ну, грубо говоря, можно взять менее такое серьезное слово, можно сказать, договариваетесь. Да? Вот торговаться и договариваться это примерно одно и то же. Когда вы договариваетесь, вы обязательно учитываете желание второй стороны. Потому что без консенсуса, без договоренностей, когда оба согласны иметь одно и то же желание, двигаться дальше возможности нет. Но когда... Вот Алексей спрашивает, Роман, как тройка в отношениях говорит? О чем она говорит? Говорит о необходимости выработки какого-то третьего желания, которое устроит обе стороны. Да? Точно так же, как торговцы договариваются о цене, точно так же молодожены должны договариваться, как разделить после первой брачной ночи вот этот самый подарок от всех приглашенных на свадьбу. Что пустить на квартиру, что на машину, что на холодильник, да. И желания должны совпадать у мужа и жены, иначе это не семья, а какое-то шатание в разные стороны. Бюджеты должны быть совместными просто потому, что это совместное существование. В общем, нужно уметь договариваться по тройке жезлов. Нужно понимать, чего хочет твой партнер, и понимать, каким образом ваши желания сходятся с его желаниями, в каком узком секторе. Вот этот узкий сектор и есть тройка жезлов. Вот как-то так. Когда этот процесс происходит первый раз, вы научаетесь это делать. Это не особо сложное занятие, просто вы должны понимать, что жезлы — это наименее стабильная стихия. Вернее, наименее стабильная масть. Потому как стихия огня — это самая подвижная стихия из всех 4 присутствующих в европейской трактовке мировоззрения. Однако, так как каждая из стихий может существовать в определенном роде
во взаимодействии даже с противоположной стихией, да, то и стихия огня, которая должна находиться в постоянном движении, нуждается в какой-то базе, нуждается в какой-то основе, на которой она может существовать определенное время. Пусть не вечно, конечно, потому как за огнем постоянно нужно присматривать, о нем нужно заботиться, иначе он либо куда-то переползет, убежит по ветвям деревьев и уйдет лесным пожаром в другую сторону, либо он погаснет, если ему будет нечем питаться, если вы не будете за ним следить, постоянно следить, постоянно подбрасывать ему вот новые и новые эти самые дрова, скажем так, да, топливо для развития желаний. В четверке жезлов у нас присутствует определенным родом стабилизация вот этого самого желания. Если по тройке жезлов мы с вами видим в отношениях умение договориться, да, но это только разовое умение договориться. По четверке жезлов это постоянное умение договариваться. То есть вот те самые супруги у нас начинают присутствовать в четверке жезлов. Потому что если вы помните предыдущие лекции, вот эта самая четверочка жезлов, перевитая цветами, украшенная цветами, листьями и накрытая балдахином, называется хупа или хупа. Есть два варианта ударения, ну это в принципе не важно. Хупа символизирует будущий дом, который пара молодоженов построит вместе в определенном будущем. Это, скажем так, символика бракосочетания, церемонии вот этого самого бракосочетания. То есть на церемонии бракосочетания мы подтверждаем свое желание по отношению к нашему избраннику. Мы понимаем, что мы наконец нашли того, кого мы будем хотеть гораздо дольше, чем каких-то случайных партнеров. По работе эта карта очень часто указывает на то, что, скажем так, вам могут предложить какой-то контракт относительно постоянный, но вы понимаете, что на самом-то деле это не та работа, о которой бы вы мечтали, но пока можно перекантоваться. Это часто съемное жилье. Вы понимаете, что вам придется двигаться дальше, просто потому что сама стихия огня подразумевает постоянное движение. Если это купленный дом, либо построенный вами дом, вы понимаете, что это не последний ваш дом, что вам еще придется переезжать, вам еще придется менять место жительства, хотя место жительства определенным образом дает вам ощущение стабильности, закрепления по этим четырем углам, по этим четырем жезлам. Опять же, четверка жезлов — это тематика стабильности. Если вы посмотрите на любой стол, на любой стул, они чаще всего стоят на четырех ножках. Кошки, собаки бегают на четырех лапах. Человек, если теряет равновесие, да, находится в каком-то не очень удачном положении, если он падает, скажем так, на четвереньки, это определенным образом придает ему стабильности. Если вы подскальзываетесь, да, руками вы хватаетесь, то есть 4 точки дают вам определенную фиксированность в материальном мире. Ну и само собой, четверка жезлов, как 4 движения основных 4 стихий, определенным образом символизирует материальный мир, который с точки зрения божественного существования является каким-то фиксированным, материализованным желанием высшего существа, скажем так. То есть можно сказать, что в четверке жезлов мы видим с вами фиксированный огонь, закрепленный. Это место будущего очага, место будущей семьи. Семья по жезлам — это всегда кровные какие-то связи, всегда кровные узы. Это то место, где ваша семья будет присутствовать определенное время. Мы не можем говорить о вечности, потому как по жезлам вечности быть не может, потому что жизнь человеческая ограничена земным сроком существования. Вот. Вопросики там задают по поводу
по поводу тройки жезлов. По тройке жезлов не обязательно могут две стороны договориться. По тройке жезлов вы понимаете, что вам придется договариваться. Стороны могут договориться, могут и не договориться. Но сама карта говорит о том, что такая ситуация нужна. Да? Подразумевается, что вам придется договариваться. Это процесс. Это не окончательный итог. Да? Это не обязательно договоренность. Это процесс, который протекает. Это начало, середина и финал этого процесса. Может быть, что угодно. Вы видите, как корабли движутся. Договориться-то они вроде договорились, но сделка пока не закрыта. Пока не закончена. По четверке жезлов вы повторяете снова и снова и снова, да, вот этот контракт. Вы поступаете на постоянную работу, вы понимаете, что там тоже надо развиваться, тоже надо стремиться, но, по крайней мере, у вас уже есть какой-то фундамент. Семья – это то, что начинает свое существование после бракосочетания, после вот этой свадебной радостной церемонии, которая тоже не будет длиться вечно, да, но вот остановись мгновение, ты прекрасна. Вот это четверка жезлов. Эта карта не бывает продолжительной, просто потому что огню скучно находиться на одном месте без какого-то движения, без какого-то развития. Жизнь — это то, что движется, жизнь — это то, что меняется. Если ничего не меняется, оно и не живет. Да, движение — это жизнь. В пятерке жезлов мы видим проявление, скажем так, пикового момента этой стихии. Это, можно сказать, суета-сует. Если вы внимательно обратите внимание на масло масляное, да, если вы обратите внимание на одежду персонажей на картах, каждый из них одет в разные цвета. В средние века, во времена каких-то боестолкновений, либо серьезных драк, было очень важно, как, во что, в какие цвета одет человек, потому как таким образом различали солдаты, там, либо просто воюющие стороны, различали друг друга, кто ты, противник или союзник. В современных войнах, я думаю, что вы тоже видите в каких-то боестолкновениях сейчас, к сожалению, очень много видео в интернете на эту тематику, и вы можете заметить цвета одной и другой стороны, которыми они стараются себя обозначить, да, какие-то повязки, какие-то полоски скотча на шлемах, на тактическом оборудовании, на оружии. То есть цветами человек обозначает сторону, за которую он выступает, за которую он хочет сражаться, чьи желания он поддерживает как правильные. В данном случае в пятерке жезлов у нас 5 вариантов, максимальное количество из того, что вы можете схватить одной рукой, скажем так. Это и есть определенного рода тематика еще и нумерологическая, само собой, в картах Таро. Но по пятерке жезлов мы с вами видим, что каждый из присутствующих персонажей отстаивает только свои интересы. Тут нет союзников. Тут нет, скажем так, ну, не то чтобы тут нет противников. Все присутствующие персонажи на пятерке жезлов — это противники. Они отстаивают свои желания. Можно сказать, что это квинтэссенция человеческого существования, суета-сует, когда вы понимаете, что постоянно нужно отстаивать какие-то, что-то все время нужно хотеть. Если ты не будешь хотеть, тебя ограбят, обманут, тебя заставят делать то, что ты не хочешь. Грубо говоря, если ты не участвуешь в политике, политика участвует в тебе. Потому что политика — это жизнь общества. Да? Политика — это когда желание одной массы людей, толпы людей противоборствуют с желаниями другой массы людей. И таких масс огромное количество. И каждый из этих человек отстаивает что-то свое. Каждому хочется чего-то своего. Разобраться в этом невозможно. Это хаос, это постоянное движение, что в принципе и является жизнью. По пятерке жезлов у нас идут в основном значения. Если вы помните из предыдущих лекций, я так коротенько обозначу. Это отстаивание своих желаний.
Это участие в жизнедеятельности, это желание активности, желание выйти в свет, показать себя, узнать, что там у людей нового, да. Не обязательно по этой карте идет какое-то боестолкновение, либо какая-то ссора. Это просто обычная человеческая активность. С точки зрения масонов, которые рисовали эту карту, символика массовой драки обозначает только одно. Суета-сует, каждый человек защищает свои желания, каждый в этой жизни делает то, что ему хочется. Да? Вот примерно это и заключено в пятерке жезлов. Можно сказать, что это отсылочка к постоянному дьявольскому желанию, которое идет по пятерке, одна из таких дьявольских карт. Если вы помните, пентаграмма, да, она напоминает о какой-то дьявольской тематике, опять же. Я приветствую новых подписчиков и напоминаю, что если вас заинтересовало это видео, вы можете подписаться на канал и получить доступ к тем видео, которые на нем присутствуют. И, соответственным образом, отслеживать выход новых видео. Вот такие дела. Соревнования, да. Конкурентная борьба, да. Все это присутствует в этой карте целиком и полностью. Если вы помните из предыдущих лекций, я напомню коротенько. Сам сюжет карты у нас с вами завязан на том, что в Венеции существовал такой как бы спорт, развлечение, да, широких народных масс, который заключался в том, что на выходной день собирались разные цеха, кожевенники, там, гончары, моряки, и выступали такими как бы командами, стенка на стенку. И встречались на этих мостах, которые соединяли разные районы города. И ради того, чтобы выяснить, кто сильнее, не ради того, чтобы завоевать что-то, а просто ради того, чтобы выяснить, кто сильнее, кто более целеустремленный, кто более там, кто быстрее, выше, сильнее, вот они сражались. Можно сказать, это такие кулачные драки на палках, стенка на стенку. Иногда они заканчивались и смертями, но это не было правилом, это скорее было таким досадным сопутствующим уроном. Власти Венеции это дело поощряли, потому как власти Венеции опирались вот на эти самые широкие народные массы в достижении своих желаний. То есть можно сказать, что таким образом стравливался пар, который простой народ мог выпустить в случае чего и в сторону властей города. То есть можно сказать, это такая политическая хитрость. Да? Давайте мы тут что-нибудь придумаем, какие-то соревнования, и в случае чего с нас спрос будет совсем небольшой. Теперь, не столько закулисной интриги, сколько вот эта вот социальная активность. В соцсетях постоянно что-то происходит, да? Кто-то что-то кому-то доказывает. Если вы вспоминаете такие моменты, когда у вас возникает желание, кто-то не прав в интернете, нужно обязательно ему это доказать, написать в комментарии, объяснить свою точку зрения, чтобы он понял, в конце концов, что вот я более прав, а он не прав, он не то делает, не то думает, не то хочет и не в ту сторону вообще смотрит. И вы спать не можете, пока вот не напишите этот гневный комментарий, как так можно, бла-бла-бла и прочее, прочее. Вот это и есть пятерка жезлов. Желание как-то участвовать в жизни общества, как-то направлять движение этого общества в ту сторону, в которую вы хотите. Вот. Мне пятерка жезлов всегда напоминала систему голосований в демократических странах. Множество партий, каждая борется за свое, кто-то там договаривается, кто-то не договаривается, но по сути все они следуют только своим собственным желаниям. Вот, в общем, такая суета-сует. Я не то чтобы так высказался о
демократических странах, что я приверженец авторитаризма, отнюдь. Другая сторона мне тоже неприятна. Так что, скажем так, я в этом плане скорее наблюдаю. Мне скорее интересно понять, как это работает, нежели в этом всем участвовать. Вот такие дела. Вот. Ирина Конева спрашивает, что-то там спрашивает, сейчас посмотрю. Пятерка скорее открытый спор, закулисное это что-то скрытое, а здесь напрямую. Да, тут скорее отстаивание своих желаний на виду. У всех на виду. Причем активное, очень такое яркое. Вообще по огню редко у нас происходят какие-то закулисные интриги. Скорее такие политические договоренности. По жезлам хорошо сторговываться, договариваться, создавать коалиции, союзы. Вот. Какие-то фракции в парламенте создавать, потому как есть желание, которое можно рядом поставить и как-то договориться с коллегой, что пока мы вот хотим двигаться в этом направлении, по тройке жезлов можно договориться, можно создать какую-то коалицию, какой-то союз двух партий, которые будут вместе двигаться, выставлять одного, допустим, какого-то кандидата, который будет устраивать желания обеих сторон. По четверке жезлов это уже, скажем так, взаимодействие этих сторон этой коалиции на более или менее постоянной основе. То есть, если вы улавливаете суть огня, это всегда договориться. По огню конкурировать это выгодно, это интересно. Пятерка жезлов это спорт. А спорт он нужен в первую очередь для удовольствия, для того, чтобы выпустить пар наружу. Накопленную энергию хочется выпускать в движении. Если человек не участвует в каком-то там физическом, общественном процессе, то он ходит в спортзал, чтобы хотя бы там в каком-то соревновании хотя бы с какой-то грушей, да, как-то выплеснуть эту самую энергию, это самое желание. Если все это происходит в таком символическом виде, то вы помните, соцсоревнования такие были в Советском Союзе, доска лучших доярок, лучших там фрезеровщиков, да, лучшие люди нашего города, и ты думаешь, хочется тебе попасть на эту доску или нет, хочется ли тебе проявить свою социальную активность, свое желание таким образом, чтобы тебя заметили. Вот если хочется, это уже шестая карта огня, шестая карта системы жезлов, это шестерка жезлов. В некоторых колодах она называется триумфатор. Но мне кажется, что главное тут состоит в том, что человек определенным образом демонстрирует свое желание. Все другие зрители, либо проигравшие на этом самом рыцарском турнире, а почему я считаю, что тут и изображен рыцарский турнир, потому как существовала традиция закреплять на древке копья триумфальный вот этот самый веночек, который тебе вручает твоя прекрасная дама, дама твоего сердца, в честь которой ты и выступал на этом турнире, чью честь ты и отстаивал. То есть, почему я считаю, что это веночек именно прекрасной дамы, потому как свой веночек, главный герой, лавровый венок, он имеет на голове. Он на нем одет. А второй — это тот самый, который был вручен ему прекрасной дамой. Еще существовала традиция повязывать шарф определенного цвета гербового, да, опять же, чтобы показывать, от чего имени ты участвуешь на этом самом турнире. Турнир — это соревнование желаний и умений, да, это определенное желание быть выше всех других, быть первым.
Жезл поднят высоко вверх. Все остальные участники, они более или менее на одинаковом уровне, они приветствуют победителя, они понимают, что вот этот человек ярче других, лучше других выступил, и он достоин теперь делать то, что он хочет. Он отстоял свое право на то, чтобы считаться лучшим. Более того, он демонстрирует свое желание. В раскладах эта карта, конечно же, не будет говорить о каких-то рыцарских фестивалях, просто о рыцарских турнирах, просто потому что их время давно прошло. Однако она будет говорить о желании человека доминировать, о желании человека, имеется в виду в какой-то социальной группе, показывать, что он лучше других знает, куда надо двигаться и что нужно делать, что он лучше других, что он быстрее, выше, сильнее. Вот тот самый процесс, который мы с вами наблюдали в пятерке жезлов, да, это соревнование этих самых желаний. В пятерке жезлов важен был сам процесс, важно было участие. Не важна победа, важно участие, да. Вот по шестерке жезлов ты развиваешься до той меры степени, когда ты понимаешь, что у тебя уже не хватает желания просто участвовать. Теперь у тебя желание из участия развивается в желание побеждать. То есть не просто там какая-то социальная активность по пятерке жезлов, да, просто тут не важно, что за драка, не важно, кто победит, мне хочется просто помахать руками, размять спину, да, как у богатырей было принято. А по шестерке жезлов это уже желание непременно быть лучше других и выигрывать. Демонстрация желания, демонстрация самого яркого факела, самого яркого огня, самой высокой антенны, самой высокой крыши, да, как строились раньше, вот опять же в итальянских городах существовала традиция строить свою семейную башню выше чужих, да. Не помню, в каких городах это присутствовало, по-моему, Южная Италия. В картах Таро есть, кстати, намек, ну как намек, изображен как раз такой город, и если мне не изменяет память, это происходит у нас в четверке пентаклей, да. Вот те самые семейные башни, фамильные башни. Каждая башня — это собственность одной уважаемой семьи. И семья тем более уважаемая, чем более высокая у нее башня. Чем больше в ней этажей, чем более она богатая, чем более она высокая. То есть вот демонстрация своего социального статуса, она должна быть заметной. Можно сказать, ну то есть визуал, я думаю, вам понятен. Можно сказать, что шестерка жезлов, где она у нас? Вот она. Это вот то самое достижение, которого вы достигли в конце концов. И люди видят ваше яркое проявленное желание. В плане... Так, есть вопросик от Светланы. Здравствуйте, уважаемый пан Роман. Добрый вечер. Эта карта, шестерка, выпала у меня на результат сдачи экзамена дочки. Мы были уверены, что дочь экзамен сдаст, но экзамен она не сдала. Я теперь запуталась, что же она значила. Сложно сказать, по одной карте очень сложно судить о ситуации, которую ты не видишь. Вполне вероятным образом она проявила слишком много желания, слишком много старания, непременно хотела как можно лучше выступить, как можно серьезнее себя показать и, возможно, где-то перестаралась. В любом случае, карта Таро говорит о каком-то остром моменте. И либо вы действуете в соответствии с этим острым моментом, то есть либо вы правильно проходите эту самую шестерку жезлов, да, и тогда она дает вам триумф. Либо вы ее проходите неправильно и понимаете, что где-то палку перегнули, где-то слишком выпятились, где-то слишком были заметны, где-то слишком хотели быть лучше всех других, и у вас, возможно, не хватило желания, энергии. Вот как-то так.
Сложно сказать по 4 строчкам в комментарии. Очень сложно судить, что у вас именно там за ситуация, что за характер вашей дочери. И, соответственно, слишком мало вводных. Вот такие дела. Так, хорошо, двигаемся дальше. 7 жезлов — это то самое желание, тот самый огонь, который вас устраивает. То есть можно сказать, что если вы достигли определенного уровня, вы хотите этот уровень закрепить. То, что он вас устраивает больше, чем все другие, это уже понятно по предыдущей карте, по 6 жезлов. Какое-то ваше желание победило. Однако вы должны помнить, что стихия огня — это стихия постоянного движения. Желания в человеке меняются с постоянной скоростью. И 4 жезлов — это не та стабильность, которая вечная. Вот то постоянное стремление, то постоянное желание, которое присутствует между двумя молодоженами, по 4 жезлов может длиться некоторое время. Затем по 5 желания начинают вступать в дискуссию, скажем так. Хочется и выспаться, и сделать то, что хочет, скажем так, супруг. И поработать, и отдохнуть. Ну, масса всяких самых разных желаний может присутствовать. В конце концов, вы выбираете какое-то желание для вас наиболее серьезное, наиболее главное, наиболее важное, самое значительное желание, и оно как бы побеждает в борьбе ваших внутренних желаний. И вы с этим определенным желанием, вы понимаете, так, я вообще не хочу есть, не хочу гулять, не хочу кино смотреть, я хочу выспаться. И вот вы, осознав свое желание, да, вы гордо движетесь с этим желанием в сторону спальни с тем, чтобы там лечь и уснуть. По 7 вам приходится отстаивать это самое свое желание, отбиваться от многочисленных возникающих других. Это могут быть ваши собственные желания, да? Может быть, вы думаете, что ой, там надо срочно что-то посмотреть в интернете, потому что я там что-то вспомнила, что-то забыла. Хочется тут же решить этот вопрос, чтобы не забыть, но я вообще-то запланировала выспаться. Человек, отстаивающий свою землю, которого мы видим с вами на 7 жезлов, он придерживается строго одного желания. С каждой картой умение управляться со стихией огня, то есть со своими собственными желаниями, у человека должно расти. Должно развиваться. Просто потому, что номерной ряд у нас, циферный ряд у нас увеличивается, растет. В 7 мы чувствуем себя уже более уверенно, нежели в 6, в 5, и тем более там в каких-то более младших картах. В 7 жезлов вы отстаиваете свое желание выспаться перед всеми другими. Позвонить маме, загуглить что-то в интернете, спросить у мужа, не забыл ли он заправить машину перед завтрашней поездкой. Потом как бы сбоку подбирается этот самый муж и шепчет томным голосом на ухо: ты не спишь, а вы делаете вид, что вы спите, потому что вам очень хочется спать на самом деле. И если показать, что вы не спите, то придется разбираться с желаниями мужа, непонятно, какие там они интересные или не очень. Ну, в общем и целом, вы отстаиваете одно желание. Вы выбрали себе по 6 лучшее, по 7 на его атаке альтернативных этих самых желаний. И очень важно по этой карте отстаивать свое. В отношениях это умение понять, чего же вам хочется больше всего, и закрепить это желание на постоянной основе, потому как это очень важно. В стабильных, постоянных отношениях. Хотя бы одно желание должно быть стабильным. Даже в стихии огня, в стихии желаний, суть которой постоянное изменение этих самых желаний. Ирина Конева спрашивает: 7 многозадачность?
Нет, я бы не сказал, что семерка это многозадачность. Многозадачность семерка в жезлах. В жезлах у нас существует множество... Ой, в этих самых, в мечах. Прошу прощения. Многозадачность у нас в семерке мечей. Именно здесь человек несет много мечей, то есть много дел делает одновременно. Это вот та самая многозадачность, во время которой важно не нанести себе вред. Да? И все равно есть ощущение, что всего ты не сделаешь, потому как два меча у нас остаются позади. Вот это многозадачность. Об этом будем говорить на других лекциях. Соответственным образом у нас в семерке жезлов скорее упорство или упрямство. Это качество, которое позволяет человеку сфокусировать свое внимание на чем-то одном, не обращая внимания на возникающее желание. Роман, здравствуйте. Вы совсем не ссылаетесь на рисунки Памелы? Серьезно? Они постоянно присутствуют на экране. Я постоянно говорю о них. Пытаются сбить вас с истинного пути. Но вы отстаиваете это самое свое желание перед множеством других своих желаний. Понимаете? Хорошо работать с желанием, если оно одно. А если их несколько, и они соревнуются, важно выбрать что-то одно и отстаивать его от множества других желаний. Понимаете? Ну, то есть, грубо говоря, вам все время будет чего-то хотеться. И чем больше вы что-то делаете, тем больше вам будет хотеться. И очень важно понять, что же именно является самым важным, и делать только одно. Иначе, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Понимаете? Вот в чем смысл, вот в чем идея. Элис пишет, это когда тебе хотят навесить многозадачность, а ты отбиваешься. Совершенно верно, что-то в этом роде. Хорошо. По восьмерке жезлов у нас присутствует интересная шарада в виде вот этого самого рисунка, где сначала у нас летят 4 жезла, а потом 2 раза по 2. То есть, в принципе, как бы то же самое, но несколько в другом ритме. То есть у нас с вами напрямую изображены изменения, весь тот путь прошли, который позволяет нам все-таки сфокусироваться на какой-то относительной стабильности. Однако, в чистом виде желания, да? Восьмерка жезлов по тому же принципу намекает на то, что участие человека в этом процессе не обязательно. То есть ситуация меняется сама. Причем меняется не только и не столько, как бы по тузу жезлов она может меняться в принципе. По восьмерке жезлов меняется какая-то конкретика этой ситуации. В данном случае наше внимание обращено на вот ту самую очередность, да, периодичность, вернее, этих самых жезлов. 4, 2, 2. Меняется ритм. Раз, два, раз, два, раз, два, три, 4. Если вы помните, я все время, я люблю вспоминать вот мультфильм, который называется «Масленица», да, по-моему, что-то в этом роде. Пока ты на своей лошади раз, два, три, 4, да, масленица на своих двоих. Раз, два, раз, два, раз, два. Вот это ощущение изменения ритма желаний говорит о том, что даже если вы научились отстаивать свое желание по семерке, раз вы продвинулись дальше, значит вы прошли эту карту, вы научились отстаивать желание, то по восьмерке жезлов меняется сама ситуация. У самой ситуации появляется какая-то другая динамика, и вам теперь нужно подстраиваться с другой скоростью, с другим ритмом, с другой динамикой. То есть мало просто понять желание, важно понять, с какой периодичностью это желание у нас меняется. Да, некие циркадные ритмы и другие графики рисуются, да, чтобы просто понять, что в понедельник с утра осуществлять какое-то свое желание будет сложно, потому что все хотят попасть на работу. Очень плотный такой поток желаний, да.
А по следующим 2 жезлам, да, через пару часов этот поток иссякает от того, что люди на работу доехали, и вот где-то так с 10 до 12 будет более или менее спокойно, потому что все сидят по работе, там что-то делают. В обед все начинают двигаться опять. Опять какое-то изменение желаний, ситуации, да, атмосферы, скажем так. И ближе к 3-4 часам опять все стихает. А вот с 5, когда все уходят с работы, да, ну, я по постсоветскому пространству помню, да, работа с 8 до 5. Вот после 5 опять дороги забиты, опять все хотят попасть, только уже теперь домой. Вот по 8 жезлов вы учитесь замечать изменение желаний в самой ситуации, изменение ритма этих самых желаний. Когда от вас хотят больше, когда хотят меньше, когда вам легче продвигать свои собственные желания, когда сложнее. Сама ситуация, сама жизнь постоянно подбрасывает вам какую-то новую динамику, и важно быть, скажем так, в теме, важно отслеживать то, что происходит, чтобы не попасть в просак, чтобы не застыть на одном месте. Как-то так. Так. Люди жалуются, что стрим подвисает чуть-чуть. Вероятно, стрим подвисает из-за пятницы, потому как такое бывает иногда по пятницам, особенно если речь идет... Ну, тут сложно сказать где. Да, резко упало количество людей. Нет, с интернетом у меня сегодня все окей. Все в порядке. Все должно быть хорошо. Пропусков кадров у меня 0. Ни один кадр не пропущен. То есть можно сказать, что все идет очень бодренько. Но где-то там на серверах Ютуба, скорее всего, что-то там происходит. Потому как количество зрителей резко упало, сейчас вроде опять выросло. Все нормально. Хорошо, нормализуется. YouTube шалит. У меня сегодня все в порядке. Я свой интернет настроил. Нет. Умный дом в этом случае действует уже умно. Я все разобрал, все нормально. Вот. Вот такие дела. Хорошо. По 9 жезлов, что мы можем сказать? Ну, то есть, вы чувствуете, да? Во всех жезлах важно изменение желаний по какому-то принципу. Вот. 9 жезлов говорит о том, что это изменение, в конце концов, определенным образом стабилизировалось. То есть, человек перенес определенное испытание, отстоял свою позицию, отбил атаки, не без потерь, конечно, мы видим, что он устал, он ранен, голова перевязана, он с подозрением смотрит в сторону, откуда ждет подвоха, однако сама ситуация уже успокоилась. Уходить еще рано, потому как по 9 жезлов есть ощущение, что еще не все закончилось. Почему есть такое ощущение? Просто потому, что сама 9 как бы говорит об окончании, потому как, если мы берем нумерологию, 9 это последняя цифра. Да? Цифр у нас всего 10, если считать 0. Но 0 идет как бы перед единицей, и 0 в принципе не обозначает ничего. Он обозначает отсутствие чего-то скорее. 0 мы можем рассматривать только в аркане шут, да, или Джокер, дурак, глупец. В нумерологии есть 9 цифр, и десятка для человека обычного является логичным финалом чего-то. С точки зрения нумерологов финал это 9. Так что можно сказать, что 9 как бы конец, но еще не совсем конец. То есть для всех нормальных людей конец будет только через одну карту. Поэтому можно сказать, что желание отдохнуть в карте 9 жезлов присутствует, потому как ты отбил множество желаний. Ситуация менялась непредсказуемым образом по 8 жезлов. Непредсказуемым, но просчитываемым. И если ты смог просчитать эту самую, вот как там в чатике пишут, порывы страсти,
регулярно и молниеносно, да, где-то они всплывают, где-то они с какой-то периодичностью, где-то без периодичности. Но если человек научился быстро и адекватно реагировать на изменения этой ситуации, до девятки он дошел. Что важно по девятке? Понять, что у тебя пока нет желания уходить. У тебя есть желание присутствовать, оставаться. Некоторые трактовки говорят о том, что он закрывает как бы собой брешь в этих самых желаниях. Вот чистокол, который защищает тебя от нападений, да, но там присутствует брешь. И ты должен все еще защищать, потому как ситуация не идеальна. Не совсем ты еще справился, поэтому успокаиваться, утихомиривать свои желания, считать, что желания закончены, пока рановато. Это одна из самых стабильных карт по стихии жезлов. Но мы можем сказать одно. Жезлы — это самая нестабильная стихия, как вы помните, самая нестабильная масть, нестабильная стихия огня, поэтому даже в ней, даже в этой стабильной как бы ситуации, спокойной, существует ощущение тревожности. Да? Когда все ваши желания удовлетворены, и вы понимаете, что сейчас вы ничего не хотите, у вас возникает ощущение, что как так? Всегда же хотели, всегда же что-то было нужно. Знаете, как если вот вы работаете целый день, да, у вас там поток клиентов, обрывают телефон, вы чувствуете, что всем нужны, да, а тут вот резко как-то так все застыло. Возникает ощущение тревожности, да. Муж все время от вас что-то хотел вечерами, да, а тут что-то перестал хотеть. И вот такая как бы пауза, которая говорит о том, что, вероятно, вы еще не все желания поняли, вероятно, еще не все вы испытали, вероятно, с чем-то предстоит еще столкнуться, с каким-то желанием еще придется встретиться. То есть основной смысл девятки — еще не все. Ты уже все? Сделал все, что ты хотел? Нет, я не могу вспомнить, что я там еще хотел. Вроде бы все купили, но какое-то чувство, что что-то я забыл, что-то я хотел еще, но вот не помню, да. Вот это чувство тревожности, все ли мы взяли, все ли желания уже свои будущие мы осуществили, да, все ли мы с собой взяли из того, что мы потом захотим. Вот если вы собираетесь в дорогу куда-нибудь, да, вы все поделали, все собрали, в чемодан уложили, сидите и думаете, так, все забыли или нет. Нужно обрести некую стабильность, чтобы избавиться от лишних желаний, от лишних мыслей, и тогда, возможно, интуиция вам подскажет, что вы можете забыть. Можно сказать, что эта карта имеет отношение к будущему, потому как девятки часто говорят о каком-то векторе в будущее, о каком-то ощущении будущего. Допустим, если вы помните девятка мечей, по девятке мечей человек опасается какого-то негативного развития сценария. Да? То есть он не может уснуть, потому что волнуется по поводу того, как завтра пройдет день. Намек на будущее тут присутствует в девятках. Все девятки в каком-то роде созвучны. По девятке кубков мы видим, что у человека вроде бы все его мечты осуществлены, да, эмоции присутствуют, ему лично хорошо, но мы знаем, что рано или поздно ему захочется все-таки встать и куда-то выйти. Потому что если ты много выпил вина, рано или поздно тебе захочется, извините, куда-то выйти из этого банкетного зала. Вот. То есть, в общем и целом, в девятке может присутствовать ощущение тревожности по поводу будущего, либо какое-то желание по поводу будущего. Но не обязательно. Это скорее такое второстепенное ощущение, второстепенное значение этой карты. У меня на отношении коллеги ко мне выпадает всегда девятка жезлов, человек в оппозиции. Может быть, человек просто с подозрением к вам относится, ожидает от вас какого-то подвоха в будущем. Очень легко может быть.
Ирина Конева пишет, в Терре несколько девяток жезлов, и все с разными желаниями, в том числе и тревожность. Волшебная колода. Вы говорите про Терра Волатилы. Да, это шикарная колода. Я вот наконец-то у меня начинает немножечко стабилизироваться рабочий ритм, и я могу наконец-то вернуться к обработке этой колоды и к подготовке к последующим эфирам, да? Ну, как последние пару месяцев у меня этого времени, к сожалению, не было абсолютно. Десятка жезлов говорит о финализации этого желания. Мы с вами видим, как человек загруженный на 100%. Больше он нести не может, потому как жезлы уже начнут вываливаться у него из этих самых рук. Мы видим дом, к которому он идет. Мы видим финализацию его действия. То есть можно сказать, что это максимальное желание, последнее желание. Больше уже не влезет, да. Больше он хотеть уже не может, просто потому что сейчас у него присутствует как бы аншлаг этих самых желаний, он их еле выносит. Максимальное напряжение. Определенным образом можно сказать, что разные желания сходятся в одной точке, в одном человеке, можно сказать. Человек, который умеет управиться с множеством желаний, с максимальным количеством желаний. Человек, которому интересно внимание других людей, потому как именно на нем, как на центре вот этого, условно говоря, веника, вязанки, да, хотя у нас тут нет веревки, которая связывает эту десятку жезлов, и вот интересно, что Памела Колман-Смит, я не знаю, как свечку не держал, с подачи ли Артура Уэйта, либо она сама решила так нарисовать десятку жезлов, ходят слухи, что она приложила большое количество усилий, большой вклад сделала именно в проработку идей, а не просто в осуществлении вот этих рисунков, да, она сама выдвигала идеи, отстаивала их, и Уэйт где-то соглашался, где-то спорил, есть такая версия. Вот эта вязанка дров, либо хвороста, либо жезлов, палок, специально была ей так нарисована для того, чтобы подчеркнуть, что человек не видит дороги за большим количеством желаний. У него нет времени подумать, у него нет времени остановиться. Большое количество желаний сосредоточено в одной точке, все сходится на нем. Все хотят от него что-то. Можно сказать, это какая-то мировая знаменитость. Ну, одно из таких очень-очень косвенных значений. Знаете, когда вот мы смотрим на какого-нибудь там условного Брэда Питта или Анджелину Джоли, которые в темных очках выбегают из машины, и все у них что-то хотят. Автограф, что-то спросить, сфотографироваться. Там то, сё, пятое, десятое. Вот это вот максимальная востребованность, это десятка жезлов. Когда ты понимаешь, что ты своих собственных желаний можешь не видеть за чужими желаниями. Но это скорее перегруженность, либо максимальная загруженность, если в позитиве, вот этими самыми желаниями. Обычно, как я сказал, рисуют десятку жезлов, ну, не десятку жезлов, а вязанку хвороста, вязанку дров примерно таким образом. Как правило, человек нагружал на себя столько, сколько мог унести. Потому как это было критически важно. Тут можно сказать, человек с вязанкой дров — это человек, который несет на себе максимальное количество желаний. Это максимальный напор энергии, максимальное приложение силы, финализация вот этого процесса освоения желаний. Можно сказать вот так примерно. Вот такие дела, такие пироги у нас по поводу жезлов. Очень важно понимать, что мы с вами говорили о желании. Огонь и есть то самое желание, которое заставляет нас определенным образом действовать. Все карты по стихии жезлов,
они либо динамичные, либо подразумевают какое-то определенное действие. В двойке жезлов у нас желание действовать, заглядывая вперед. В тройке жезлов это желание действовать так, чтобы это устраивало обе стороны. В четверке жезлов есть определенная фиксация этого самого желания, но она недолговечна, просто потому что жизнь меняется, и это желание не может стоять на месте. Если речь идет, допустим, о каком-то празднике, то это стабильное, но временное желание. Да? То есть вот сегодня я хочу делать только это, а завтра что будет? Вот завтра и посмотрим, чего на будущее загадывать. Пятерка жезлов — это борьба желаний, динамика в любом случае. Шестерка жезлов — это движение своего желания по сравнению с другими. В семерке отстаивание своего желания, тоже много динамики. Сложно придумать, представить карту более динамичную, чем восьмерка жезлов. Ну и в девятке жезлов вроде бы человек находится в покое, его в конце концов оставили в покое, но он понимает, что от него опять что-то захотят, поэтому максимально напряжен и в любой момент готов опять начать действовать. То есть стабильность тут абсолютно условно. И намек на окончание этих мучений у нас лежит в десятке жезлов, где ты тоже движешься, максимально напряжен. Если ты потеряешь концентрацию, если ты будешь думать не о том, чего ты хочешь, все твои желания рассыпятся, просто потому что ты должен постоянно контролировать вот эти самые жезлы, чтобы они все время присутствовали у тебя в сфере твоего действия. Примерно таким вот образом. Элис пишет, это тяжелая работа с максимальными усилиями. Не столько тяжелая, сколько максимально насыщенная. Она может быть не тяжелой, она может быть сложной, но ты понимаешь, что ты должен свое внимание, ну то есть свое желание и есть внимание, приковать только к этому процессу, ни к чему другому. Поэтому скорее не столько как бы тяжелая, сколько напряженная, скажем так. Десятка жезлов практически срисована с Таро Соло Буска, там такая же 10 мечей. Ну, еще раз повторю по поводу Соло Буска. В Соло Буска очень сложно уловить какую-то логичную систему. В конце концов, когда внимательно ознакомиться с колодой Соло Буска, возникает ощущение, что системы там нет, и карты просто богато украшены какими-то рисунками, чтобы там не было скучненько, да, чтобы не было просто 10 мечей это 10 ножиков, 9 мечей это 9 мечей, 8 мечей это 8 мечей, 7 это 7, ну, то есть там решили добавить красоты. Какие-то ангелочки, человек вот несет охапку, связку этих 10 мечей. С другой стороны, если вы внимательно полистаете колоду Соло Буска, да, выглядит она, если я помню, у меня в этой презентации где-то есть одна карта Соло Буска, я даже помню, что она у нас в тройке мечей. Где-то вот она, да, вот эта самая колода Соло Буска. Она просто-напросто была приятно украшена, декорирована под какие-то мотивы древние греческие, какие-то античные. Вот. В принципе, просто красивая по тем временам колода. Где-то соответствие есть, где-то нет. Несомненным образом Памела Коммонд-Смит и Артур Уэйт черпали вдохновение в Соло Буска, но назвать это плагиатом язык не поворачивается просто потому, что Уэйт в свою колоду внес глобальную мысль. Она не просто стихийная, не просто традиционная, она систематичная. А это важнее всего как раз для понимания, не столько для прочувствования, сколько для понимания этой самой колоды. Вот такие дела, пироги, собственно.
С номерными картами стихии огня мы закончили. И я думаю, что следующий эфир у нас будет по достижении, ну, давайте, 1500 лайков, да? Как не 2000, как первое видео, хотя оно достаточно быстро, за пару недель, по-моему, набрало эти 2000 лайков. Так что я думаю, что по достижению 1500 мы с вами посмотрим следующую стихию. И я думаю, что дальше количество требуемых лайков. Ну, в конце концов, сейчас нас смотрит 240 человек. Да, если эти 240 человек поставят лайки, уже у трансляции будет 240 этих самых лайков. Через пару недель будет и 1500. Я думаю, если дело будет идти медленно, то посмотрим, как это дело подкорректировать. А пока мы с вами будем заканчивать на стихии огня. На этом мы с вами пока закончим. Вернемся мы к ней еще в рассмотрении придворных карт. Там мы будем сравнивать разные проявления огня в разных картах. Мы будем сравнивать пажей, рыцарей, королей и королев в том, как они взаимодействуют со стихиями. Вот такие дела, такие пироги. Рад был вас сегодня всех видеть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам интересно. И подписывайтесь на Telegram. Там у нас гораздо проще друг друга найти, если вдруг возникает какая-то необходимость найтись, скажем так. Приятно было вас видеть. Вот там есть вопросик в чатике. Если я в качестве настольной книги для обучения выберу книгу Хайо Бансков, это будет правильное решение? Спасибо. Хайо Бансков — это, я считаю, один из наиболее правильных авторов для изучения Таро. В любом случае, прочитать книгу Хайо Банскова будет полезным событием в вашей жизни как таролога, скажем так. Рад был вас сегодня всех видеть. Увидимся на следующей неделе. Всем до свидания. До новых эфиров.